Бендерский приют для животных в опасности. Его могут закрыть в любой момент. Собаки и кошки останутся на улице, без присмотра. История началась еще весной. В мае территорию выкупили. В июне приют получил предупреждение покинуть территорию до 31 августа. На дворе зима. В суде процесс. Бендерский приют существует на пожертвования людей. Помогают даже школьники, а еще волонтеры и организации. Почти 400 собак и кошек здесь живут с 2011 года. Теперь их судьба в опасности. Территорию приюта выкупили, но куда девать животных непонятно. Дальше неизвестность и суд. Идти нам просто некуда, и этих животных выпустить на улицы города мы тоже не можем. Во-первых, это опасно для людей. Во-вторых, эти животные не приспособлены для жизни на улице. И получается, что если я так поступлю, то в конце концов я нарушу законодательство. Естественно, мы на это не идем. Чем закончится суд, я не знаю. Этот пес беспородный, находится в шоковом состоянии. Сегодня его сбила машина. Чудом выжил. Нужна реабилитация. Помочь могут только в приюте. А это Алиса. В свое время была сильно напугана. После аварии потеряла лапу. На восстановление ушло 6 месяцев. В приюте живет уже 3-й год. Нельзя взять и выкинуть животных сейчас в мороз. Нам просто идти некуда. И получается, что заложниками станет и сама эта фирма, даже если будет предписание суда. Ну как придут сюда судебные исполнители? Они что, собак будут с будок снимать, выгонять? Или как? Это то же самое, как выгнать зоопарк. Вот взять его и выгнать. Или цирк, там где есть животные, звери. Этого просто делать нельзя. У нас есть конюшни, заброшенные конюшни, где обвалилась крыша. Я предлагала тогда и главе госадминистрации Роману Дмитриевичу Иванченко, чтобы мы туда перевели наших животных. Что будет дальше с приютом, пока неизвестно. Выход из ситуации по-прежнему ищут. За животных, которые совсем скоро могут остаться на улице, просят все самые неравнодушные.